Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». Сегодня я вам покажу, как вязать вот такие вот пинетки. Это на новорожденного младенца, по подошве 9 сантиметров. Это как раз до 3 месяцев ребеночку. Вот такие вот кроссовочки, кедики. Решила связать и показать вам мастер-класс на такие вот кроссовочки-кедики. Если вам понравился такой вот кедик, то приглашаю на свой мастер-класс. Приятного просмотра! Но прежде чем мы начнем, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. И если вам понравится со мной вязать, обязательно поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить много интересных идей и новых мастер-классов от меня. На моем канале очень много бесплатных мастер-классов. Можно погулять по моему каналу и выбрать себе мастер-класс на любой вкус. Ну, давайте приступим. Итак, для вязания пинетки нам понадобится 2 цвета пряжи. У меня это Yarnart Jeans, значит, белый цвет и бирюзовый. Цвета кедика вы можете выбрать на любой вкус. Также нам понадобятся ножницы, маркер, крючок номер 2,5 и клей. Давайте начнем. Итак, начинаем вязать подошву с бирюзовой пряжи. Я набираю 17 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте наберем. Итак, набрали мы цепочку из 17 воздушных петель. Теперь с 3 петелечки от крючка, с 3 петелечки я провязываю в одну петельку 3 столбика с накидом. Делаю накид и провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Ставлю маркер в первый столбик. Ставлю маркер в первый столбик. Теперь по цепочке я провязываю 13 столбиков с накидом. Делаю накид и провязываю 1, 2, 3, 4, 5. Давайте так провяжем оставшиеся. Итак, провязала я цепочку из 13 петелек. В последнюю петлю я провязываю 6 столбиков с накидом в одну петельку. 1, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4, сюда же 5 и сюда же 6. Вот так провязала я 6 столбиков с накидом. Теперь по второй стороне я провязываю 13 столбиков с накидом по второй стороне цепочки, захватывая полупетельки. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте так провяжем 13. Итак, провязала я. Теперь в самом конце я провязываю 3 столбика с накидом в последнюю петельку. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Все, петельку, хвостик подтягиваю. Вот, и теперь снимаю маркер
И в первую петельку предыдущего ряда я делаю соединительный столбик. Вот, провязан первый ряд. В первом ряду 38 столбиков с накидом. И теперь начинаю вязать второй ряд. Набираю 2 воздушные. 2 воздушные петли у меня не считаются столбиком с накидом, поэтому я в эту же петельку провязываю прибавку. Раз, и сюда же 2. В первый столбик ставлю маркер. Дальше провязываю еще одну прибавку. Прибавку столбиком с накидом. Раз и 2. И еще одну прибавку. Теперь по цепочке я провязываю 13 столбиков с накидом. В каждую петельку 2, 3, 4, 5. Давайте так провяжем оставшиеся. Провязала я 13. Теперь свяжем 6 прибавок подряд. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Теперь по второй стороне провязываем 13 столбиков с накидом. Итак, провязала я. Теперь остается у нас 3 петельки. И в эти петельки я провязываю прибавки. В каждую петлю по 2 столбика с накидом. 1, 2, 3. Теперь снимаю маркер. И в эту петельку я делаю соединительный столбик. У нас второй ряд готов. Во втором ряду у нас 50 столбиков. Третий ряд. Итак, начинаем вязать третий ряд. Делаем одну воздушную. И в эту же петельку я провязываю столбик без накида. И ставлю маркер в первый столбик. Дальше провязываю прибавку. Столбик без накида. Дальше опять столбик без накида и прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. И еще один столбик без накида и прибавка. Дальше я провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Дальше 5 столбиков с накидом. Делаю накид и провязываю 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5.
Дальше вяжу по схеме столбик с накидом, прибавка, столбик с накидом, следующую прибавка. Так нужно повторить 6 раз, 6 повторений. Опять столбик с накидом, прибавка. Это уже второе повторение. Дальше столбик с накидом, прибавка. Это третье повторение. Так, 1, 2, третье. Теперь столбик с накидом и прибавка. Четвертое повторение. Столбик с накидом, прибавка, пятое повторение. И столбик с накидом, прибавка, шестое повторение. Теперь вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И в конце по схеме столбик прибавка столбиками без накида. 3 повторения должно быть. Столбик без накида, прибавка. Дальше столбик без накида, прибавка. Тоже второе повторение. И столбик без накида, прибавка, третье повторение. Вот. Третье повторение. У нас в третьем ряду получается 62 столбика. Итак, провязали. Теперь я обрезаю ниточку и присоединяю белую. Присоединяю белую. И я снимаю маркер и делаю соединительный столбик белой ниточкой уже. Вот так. И меняю цвет. Теперь следующий ряд. Теперь подошву мы с вами связали. Теперь мы переходим на стеночки наших ботиночек, наших кроссовочек. Итак, я вязать буду вместе с хвостиками. Поэтому я делаю одну воздушную и провязываю за заднюю стеночку петли. Первый ряд стеночек я вяжу за заднюю стеночку петли. Столбиками без накида. У нас должно получиться 62 столбика. За заднюю стеночку, ввязывая хвостики, я провязываю 62 столбика. За заднюю стеночку петли хвостики вяжем вместе. Подтягиваю я. Вот, и продолжаю за заднюю стеночку полностью ряд. Давайте так провяжем до конца ряда. Должно получиться 62
62 столбика. Вот за заднюю стеночку. Давайте так провяжем по кругу. Итак, довязала я ряд. Теперь я делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда за 2 стеночки. Вот мы с вами провязали первый ряд за заднюю стеночку петли. И теперь со 2 по 4 ряд, 2, 3, 4, то есть 3 ряда, мы провязываем просто за полную петельку 62 столбика без накида. Я делаю воздушную. В эту же петельку я делаю столбик без накида. И дальше я провязываю 62 столбика без накида, без прибавок и убавок. По кругу давайте провяжем со 2 по 4 ряд. 3 ряда подряд. Давайте так провяжем. Итак, связала я 4 ряда. Вот, и теперь делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Вот в первую петлю предыдущего ряда делаю соединительный, обрезаю хвостик и фиксирую. Все, связали мы с вами такую лодочку. Вот, и теперь будем начинать с носочка. Будем вязать носочек сначала. Итак, начинаем вязать с вами переднюю часть язычка, носочек. Вот, и я теперь складываю пополам по серединке. Вот, чтобы у меня была серединка. И вот, и смотрю, где у меня серединка. И вот вставляю крючок в серединку. Приблизительно. Так. От маркера отсчитываем 4 петельки. 1, 2, 3, 4. И за заднюю стеночку вот я захватываю петельку за заднюю стеночку. Теперь я снимаю маркер, беру ниточку и начинаю. Сначала делаю воздушную, присоединяю ниточку, и сюда же я провязываю столбик без накида. Раз. И теперь надо нам провязать еще 9 столбиков за заднюю стеночку. Первый столбик мы провязали. 1, 2, 3, 4, 5. Подтягиваю я хвостик. 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Вот мы с вами провязали посерединке 10 столбиков без накида. Теперь поворачиваю я. Ниточка у меня впереди. Вот так вот такой поворот. И со второй петли, второй ряд я провязываю со второй петли. Воздушную петельку я не делаю. Я начинаю провязывать за полную петельку, провязываю 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 и 9. Так-то, вот, 9. Вот провязали мы. Теперь я подтягиваю сильно носочек. И теперь здесь за переднюю стеночку петли я захватываю переднюю стеночку и провязываю 2 столбика без накида за переднюю стеночку. 1. И захватываю еще одну за переднюю стеночку. 2. У нас получается 11 столбиков. 11 столбиков получается. Итак, связали мы второй ряд. Во втором ряду у нас получается 11 столбиков. Теперь третий ряд. Третий ряд я поворачиваю и ниточку поворачиваю вместе с собой впереди. Теперь в третьем ряду со второй петельки провязываю точно так же. Первую я пропускаю и начинаю со второй. Воздушную петлю я не провязываю. Вот, и начинаю со второй. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот провязала я 10 столбиков. Хвостик я обрезаю уже. Я его ввязала. Теперь в третьем ряду я захватываю на стеночках, я захватываю за заднюю стеночку петли. Вот, следующую петельку на стеночке я захватываю за заднюю стеночку петли, подтягиваю и провязываю 1, и опять за заднюю стеночку 2. Вот так. Теперь у меня в третьем ряду получается 12 столбиков. Четвертый ряд. Разворачиваю. Воздушную не делаю, четвертый ряд. И со второй петли, вот, первую я пропускаю, со второй петли я провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Вот. Провязала 11 столбиков. Теперь захватываю я за переднюю стеночку на бортике. Вот здесь вот. Захватываю за переднюю стеночку, подтягиваю ниточку и провязываю 2 столбика. 1, за переднюю стеночку 2. Получается у нас 13 столбиков в четвертом ряду. Вот так. 13 столбиков в четвертом ряду. Разворачиваю к себе
ниточка идет вместе с крючком. Пятый ряд. Пятый ряд со второй петли я провязываю. Вот со второй петли провязываю я 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязав 12 столбиков в пятом ряду, теперь я провязываю на стеночках, вот на стеночку перехожу, за заднюю стеночку петли, следующую петельку я захватываю и провязываю один столбик без накида и второй столбик без накида за заднюю стеночку. Вот так. Разворачиваю вязание. В пятом ряду у нас получается 14 столбиков. 14 столбиков. Шестой ряд. В шестом ряду я пропускаю первую петельку, вторую и в третью петлю я провязываю 12 столбиков без накида. Шестой ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вот я провязала. Теперь за переднюю стеночку я провязываю 2 столбика без накида. Вот захватываю переднюю стеночку, подтягиваю ниточку и провязываю раз и еще раз за переднюю стеночку. Разворачиваю вязание, и в шестом ряду у нас получается тоже 14 столбиков. Чтобы у нас не шло на расширение, мы его будем сужать за счет того, что мы будем вязать с третьей петельки. Итак, пропускаю первую, вторую и в третью петлю. Это уже седьмой ряд, кстати. В седьмом ряду я провязываю с третьей петли 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Итак, провязали мы 12 столбиков. Теперь захватываем за заднюю стеночку петли на бортике провязываем 2 столбика без накида за заднюю стеночку. И тоже получается у нас 14 столбиков. За заднюю стеночку захватываю. Раз. И за заднюю стеночку захватываю 2 столбика. 14 у нас получается. Вот 14 столбиков у нас получается в седьмом ряду. Восьмой ряд. Восьмой ряд я тоже не делаю воздушную петельку. Пропускаю первый столбик, второй и в третий. Вяжу в третий столбик. Раз, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вот 12 провязала. И теперь за переднюю стеночку, я провязываю вот на стеночке, вот здесь вот. Провязываю за переднюю стеночку 2 столбика без накида. 1 и 2. Вот так. Значит, в 8 ряду у нас получается тоже 14 столбиков. Разворачиваю вязание. 9 ряд. Начинаю с 3 петли. 1, 2, 3. С 3 петли. Провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Обрезаю хвостик. И делаю соединительный столбик вот за заднюю стеночку. Вот за заднюю стеночку, за заднюю стеночку петли на бортике. Все. Провязали с вами белой пряжей вот такой язычок. Теперь продолжаем другим цветом. Присоединяем бирюзовую ниточку и будем вязать продолжение бирюзовой. Итак, начинаю вязать уже бирюзовой ниточкой. Значит, продолжаем вязать язычок. Захватываю я на стеночке, вот на стеночке, за заднюю стеночку петли. И делаю воздушную. Вот. И теперь провязываю первый столбик за заднюю стеночку петли на язычке уже. 1. 12 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вот, подтягиваю ниточки. Вот. И теперь бирюзовую отрезаю хвостик. Беленькую вяжу вместе. И теперь на бортике за заднюю стеночку петли я захватываю 2 столбика без накида. 1. И за заднюю стеночку 2.
белую ниточку я так подтягиваю, разворачиваю. Вот, и в 11 ряду у нас получается, ой, в 10 ряду у нас получается 14 столбиков. 14 столбиков. Теперь 11 ряд с 3 петли провязываем, пропускаем 1, 2, с 3 петли начинаем провязывать 12 столбиков без накида. Раз на язычке, 2, 3 за полную петельку уже, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот, провязали мы 11 ряд. И теперь за переднюю стеночку провязываем, захватываем на бортике передней стеночки, захватываем и провязываем 2 столбика без накида. Раз. И 2. В 11 ряду у нас получается 14 столбиков. 12 ряд. Разворачиваю вязание. Из 3 петли от крючка, опять пропускаю 1, 2, с 3 петли от крючка я провязываю 12 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот, провязала я 12 столбиков, и теперь делаю соединительный столбик. Вот делаю соединительный столбик в эту же петельку. Вот делаю соединительный. Вот так. Вот, и у нас получилось 12 рядов. Мы провязали язычок или носочек. Теперь будем с вами вывязывать язычок. Сделали мы соединительный столбик. Я делаю одну воздушную, разворачиваю вязание. И со второй петли от крючка я провязываю 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязали первый ряд. Теперь делаю одну воздушную, разворачиваю вязание, и в первую петлю я провязываю прибавку в первый столбик. 2 столбика без накида. Теперь провязываю 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в конце, в последнюю прибавку, 2 столбика без накида.
Вот, провязали еще один ряд. Третий и четвертый ряд без изменений я провязываю 14 столбиков без накида. Делаю воздушную, разворачиваю вязание и провязываю с первого столбика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Делаю воздушную, разворачиваю вязание, провязываю еще один ряд 14 столбиков без накида, четвертый. Итак, провязала я четвертый ряд, пятый ряд. Делаю воздушную, разворачиваю вязание и провязываю в первый столбик прибавку. Затем 12 столбиков по цепочке, 3, 12, и в последнюю петельку я провязываю прибавку. 2 столбика без накида. В пятом ряду у нас 16 столбиков. Получается воздушная петля. Разворачиваю вязание. И теперь провязываем 6, 7, 8, 9, 10 ряд. 5 рядов по 16 столбиков без накида. То есть провязали 16 столбиков, воздушная петля, разворачиваемся и с первого столбика начинаем опять 16 столбиков. Давайте так провяжем 5 рядов. Итак, провязала я 10 рядов. Вот, теперь я обрезаю ниточку и фиксирую ее. Вот так. Вот провязали мы с вами язычок. Теперь нам нужно сделать обвязку. Обвязку будем делать вот по этой части. Для этого я присоединяю опять бирюзовую. Вот в этот, скажем так, в эту петельку, за заднюю петельку. Вставляю крючок, делаю воздушную. Вот, и в следующую уже в ряд я провязываю столбики без накида. Вот, и теперь в каждый ряд хвостик я вяжу вместе. Вот, провязываю в каждый ряд столбик без накида. Дойдя до уголочка, в уголочек я провязываю 3 столбика без накида, чтобы уголочек не закручивался. Раз, 2 и 3. Теперь по второй стороне до следующего уголочка я провязываю. В каждую петельку. Хвостик обрежу, чтобы он мне больше не мешал. И дальше продолжаю вязать. Видите, хвостик не закручивается. Ой, уголочек. Так, вяжу до следующего. Вот уголка. Вот довязала. И теперь в эту петельку я провязываю 3 столбика без накида. 1, 2 и
3. Вот. И теперь вяжу по третьей стороне в каждый ряд столбик без накида. Хвостик вяжу вместе. С деталью. Раз. Ну, тут уже считать не надо, тут уже просто в каждый ряд я вяжу столбик без накида. Вот, довязала. Так, хвостик отрезала. Еще один. И соединительную делаю. Все. Итак, язычок мы с вами провязали. Вот так он выглядит. Итак, теперь давайте свяжем с вами полосочку, которая будет разъединять. Вот эту вот такую вот полосочку мы с вами провяжем. Значит, так как у нас белая, то на белом я буду вязать бирюзовой. Присоединяю где-то вот в среднем, здесь будет накладка, поэтому я в любом месте присоединяю, вот где-то в любом месте между вторым и третьим рядом. Вот между вторым и третьим рядом я вытягиваю ниточку, вот петельку, хвостик убираю хвостик, и вот в каждую петельку ну как бы в каждую петельку получается, да, я делаю соединительные столбики, вот в каждую петельку. Захватываю и вывожу в каждую петельку соединительную. Вот такая получается. Вот здесь будет хорошо видно. И вот соединительную петельку я вяжу до второй стороны. Вот такая цепочка получается. И давайте так провяжем до второй части. Итак, я довязала. Просто вытягиваю хвостик. И с этой стороны тоже хвостик вытягиваю.
Вот так. Все. Вот такая вот у нас получается полосочка. Вот с этой стороны. И вот с этой. Здесь у нас будет накладка вывязываться, поэтому эти все хвостики мы с вами спрячем. Дальше. Так, теперь начинаем вязать боковую часть наших кедиков. И вот смотрите, вот у нас целая петелька. Вот у нас полная петелька, которая у нас на бортике. Мы отсчитываем от этой целой петельки 3 петельки, которые мы захватывали. Вот, которые мы захватывали, когда вязали язычок. 1, 2 и 3. И вот в третью петельку за переднюю стеночку я присоединяю ниточку. Мы ее будем вязать вместе с деталью. Делаю воздушную. И сюда же я провязываю столбик без накида. Дальше еще одну за переднюю стеночку провязываю. И еще один столбик за переднюю стеночку. Вот так вот я фиксирую, убираю ее. Потом ее можно спрятать. А вот эти 2 ниточки, 2 хвостика, я их буду вязать вместе с деталью, которые на язычке остались. И вот теперь за полную стеночку, вот 3 столбика я провязала за переднюю стеночку петли. Теперь я провязываю за полную стеночку петли, захватывая при этом хвостики, которые остались с язычка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот эти хвостики, я их подтягиваю. Вот эти вот хвостики. Вот. И сейчас я их обрежу. Вот этот хвостик я оставляю, буду дальше вязать. Эти 2 хвостика я обрезаю. Так, 16 провязала. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Хвостик я вот этот обрежу уже беленький. Тридцать, 31, 32. За полную петельку мы с вами провязали 32 столбика. И теперь я захватываю переднюю стеночку. Вот у нас есть столбики. Вот я за переднюю стеночку
провязываю еще 3 столбика без накида. Подтягиваю. 1, 2 и 3. Вот. Так вот положу язычок. Вот, смотрите. Первый ряд мы провязали. У нас получается 32 за полную петельку и по 3 столбика с каждой стороны за переднюю стеночку петли. Получилось у нас 38 столбиков. Второй ряд я провязываю 38 столбиков. 38 столбиков без прибавок и убавок. Делаю воздушную, разворачиваю вязание и с первого столбика я провязываю 38 столбиков без накида. Язычок убираю. Я его сюда спрячу, чтобы он мне не мешал. Вот сюда вовнутрь спрячу. Вот так. И он мне не будет мешать. Все, теперь возвращаюсь я. Давайте так провяжем до конца. Итак, провязала я уже 2 ряда. Теперь третий ряд. Я разворачиваю вязание. Я не делаю теперь воздушную петельку, а начинаю со второй петли. Первую петельку я пропускаю и со второй петли я начинаю провязывать. Провязала столбик без накида. Делаю одну воздушную. Будем делать петельку для шнурочка. Делаю одну воздушную. Одну петельку я пропускаю. И в следующую я провязываю. Со следующей начинаю. Вот. И провязываю так до конца. Вот эта петелька у нас получается. Вот. Вот эта петелька. И провязываю я до конца, не довязав 3 петельки. Давайте так провяжем до конца, не довязав 3 петли. Так, провязала я 32 столбика. Теперь остается у нас 3 петельки. 3 петельки. Я делаю одну воздушную, пропускаю одну петельку, а в последние 2 я провязываю убавку. Я провязываю 1 и в последнюю делаю 3 петельки на крючке, провязываю вместе, разворачиваю вязание и со второй петли от крючка, я не делаем воздушную, со второй петли от крючка я провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 31, 32, 33. И так как мы здесь в начале провязывали со второй петелечки, то есть как бы делали убавку, то в конце я делаю убавку. Вот в отверстие, где мы пропустили, и в последнюю. И делаю убавку. У нас должно получиться 34 столбика. Я разворачиваю вязание, я не делаю воздушных петелек. 5-й ряд. 5-й ряд, вот у нас наше отверстие, видите? 5-й ряд, я со второй петли опять начинаю, со второй петельки. Со второй петельки я провязываю столбик без накида. 1,
1 воздушная, 1 столбик я пропускаю и в следующую, вот 1 пропускаю и в следующую провязываю столбик без накида. То есть как бы вначале делаем убавку, со 2 петельки мы начинаем, и пропускаю 1 петлю. Итак, нужно нам провязать 28 столбиков без накида до следующего края, не довязав 3 столбика. Итак, первый я провязала, давайте провяжем. Итак, провязала я 28 столбиков. Теперь я делаю 1 воздушную. 1 петельку я пропускаю и в конце 2 петельки я делаю убавку. Раз. И в последнюю 2. Делаю убавку, разворачиваю вязание. И 6-й ряд со 2 петли от крючка я провязываю вот в отверстие. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 26, 27, 28, 29. И в конце я делаю еще 1 убавочку. В отверстие вставляю крючок и в последнюю петельку. И делаю убавку. В 6-м ряду у меня получается 30 столбиков. 30 столбиков получилось у меня всего. Теперь я разворачиваю вязание и начинаю вязать 7-й ряд. Итак, 7-й ряд провязываем так. Со 2 петельки от крючка я провязываю столбик без накида. Дальше воздушная петля. 1 петельку я пропускаю, во 2-ю, в следующую я провязываю столбик без накида. Вот у нас получается петелька. Петелька у нас получается. И теперь до 2-й части нам нужно провязать в 7-м ряду 24 столбика. Первый я провязала. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. Провязав 24 столбика, у нас остается 3 петли. Я делаю 1 воздушную, 1 петельку я пропускаю и в конце делаю убавку. Раз. И в последнюю 2. И провязываю вместе. В 7-м ряду у нас должно получиться 28 столбиков. 8-й ряд. Итак, начинаем вязать 8-й ряд. Я разворачиваю вязание и со 2 петли от крючка в отверстие я провязываю столбик без накида. Дальше я провязываю 24 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте так провяжем до 2-й части, 24. Так, провязала я 24 столбика. Теперь у нас остается 2 петельки.
И я делаю убавку. В отверстие вставляю крючок, вывожу и в последнюю. И делаю убавку. 8 ряд мы провязали, 9 ряд. Итак, 9 ряд вяжем таким образом. Со второй петли я провязываю столбик без накида. Делаю воздушную. Одну петельку пропускаю и в следующую провязываю столбик без накида. Дальше нам нужно провязать 20 столбиков без накида и не довязав 3 петли. Итак, провязала я 20 столбиков, у меня остается до конца 3 петельки. Я делаю одну воздушную, пропускаю одну петельку и в конце делаю убавку. Раз, и в последнюю 2. И провязываю вместе. Итак, 10 ряд. В 10 ряду в начале и в конце тоже мы делаем убавки, но в начале я провязываю не убавку, а в отверстие. Со второй петельки я начинаю провязывать, в отверстие я провязываю столбик без накида. И дальше я провязываю 20 столбиков. Итак, провязала я до второй стороны 20 столбиков, и теперь в конце у меня остается 2 петельки. Я в отверстие вставляю петельку, провязываю и в последнюю. Вот 3 петли на крючке провязываю вместе. У нас в 10 ряду должно получиться 22 столбика. Я обрезаю хвостик и фиксирую ниточку. И вот такая деталь у нас получилась. Вот. Теперь нам нужно сделать обвязку по всей детали. Значит, я беру ниточку, вставляю за переднюю стеночку, вот возле нашего бортика. За переднюю стеночку в соседнюю петельку я вставляю, делаю воздушную, хвостик буду вязать вместе, и со следующей петельки я в каждый ряд провязываю столбик без накида. В каждый ряд хвостик вяжу вместе. В каждую петельку. Ой, в каждый ряд. В каждый ряд вяжу . Не пропускаем ряд, чтобы не стягивать деталь. Так, хвостик провязала я, обрезаю. Теперь у меня вот этот вот хвостик, я тоже буду его вязать, но вначале вот в уголочек провяжу 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Вот так. Теперь иду по бортику. В каждую петельку столбик без накида, хвостик вяжу вместе. До второй половинки, до второй части. Вот так. Хвостик обрезаю уже. Думаю, достаточно. И дальше прохожу по детали до следующего уголочка. Вот. В уголочек я провязываю 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Теперь вяжу по второй половинке. В
каждый ряд, не пропуская, чтобы не стягивать деталь. Так, теперь сюда. И вот в последнюю делаю столбик без накида. Вот там, где у нас была пустая петелька за переднюю стеночку. И фиксирую. Вот так. Все, мы с вами сделали обвязку. Теперь нам нужно сделать обвязку точно такую же, как мы делали посерединке, только мы сделаем с вами вот по верхней части между 4 и 5 рядами. И отделим вот эту вот часть. Я тоже беру бирюзовую пряжу. И начинаю либо отсюда, либо отсюда. Ну, я лучше буду начинать отсюда. Вот, с задней части. Вот я вставляю крючок, вывожу ниточку. Хвостик убираю, мы его потом вытащим на переднюю часть. Но пока месть вот вставляю. И делаю вот так вот обвязку соединительными столбиками. Немножко вытягиваю. Здесь вытащу хвостик. Вот. Вытащила хвостик. И дальше вяжу. Тут будет немного неудобно, но так нужно сделать обвязку по всей детали, по кругу, и вернуться к началу. Здесь я вытаскиваю. Вот. И здесь немножко будет неудобно, но зато это будет недолго. Впереди я захватываю вот по нижней части, вот эту переднюю часть я не трогаю, а захватываю под низ, вставляю. Вот под низ.
Итак, смотрите, я сделала обвязку. Обвязку нужно не сильно затягивать, чтобы не стянуть вот эту вот переднюю часть. Нужно как-то приспособиться это сделать. Вот, и вот такая вот деталь у нас получается. Вот такая вот обвязочка красивенькая, окантовочка. Вот, и теперь, что нам нужно? Нам нужно сейчас сзади сделать накладочку и спереди сделать накладку. Значит, смотрите. Накладка сзади, вот, смотрите, серединку я смотрю, и вот за стеночку, за переднюю стеночку на подошве я буду вязать за столбики, захватывая переднюю стеночку на подошве. Вот я серединку обозначила. Теперь от серединки я отсчитываю 5 петелек от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. И вот в эту вот петельку 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Вот вставляю крючок. Итак, отсчитала я от серединки 5 петелек в одну сторону, зафиксировала крючком. И теперь буду присоединять белую ниточку. Присоединяю, делаю воздушную и сюда же провязываю столбик без накида. 1. И так за переднюю стеночку я провязываю 10 столбиков без накида, захватывая хвостик. Вот хвостик мы захватываем. Вяжем вместе с хвостиком. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, подтягиваю хвостик, убираю, и 10. Вот провязали мы на серединке 10 столбиков. Я делаю воздушную, разворачиваю вязание и теперь вяжу второй ряд 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Делаю воздушную, разворачиваю вязание. И так нужно провязать еще 2 ряда. Давайте провяжем. Итак, я провязала 4 ряда. Вот, и зафиксировала ниточку. Вот такая вот накладочка у нас будет. Ниточки мы все спрячем. Вот пообрезаем, спрячем. И вот так вот нужно приклеить и пришить сзади. Итак, начинаем вязать накладочку. Мы смотрим, где наша серединка, определяем по подошве. И приблизительно смотрим, где наша серединка. Теперь отсчитываем. Когда мы определили серединку на подошве, нам нужно отсчитать 14 в одну сторону и 14 в другую. Всего должно быть 28 петель. Поэтому я считаю от крючка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот, и в эту петельку я вставляю крючок, вот в эту. Теперь я провязываю, достаточно с одной стороны посчитать. Теперь я провязываю за переднюю стеночку на подошве, провязываю 28 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, подтягиваю ниточку, хвостик могу убрать, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, ой, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Вот, провязали мы с вами вот серединку. И вот смотрите, вот этот вот кончик, он захватывает немножко вот это вот. Можно не считать, а вот так вот приблизительно посмотреть, где чуть-чуть захватывать несколько петелек. Три петелечки захватить где-то вот, если по верхней части смотреть, то можно захватить. То есть накладочка должна быть немножко больше, чем вот эта вот часть боковая. Все, теперь я беру. Нам нужно тоже провязать 4 ряда. Первый ряд я провязала, делаю воздушную. Разворачиваю вязание и теперь провязываю 28 столбиков без накида. Вот 4 ряда со 2 по 4. Давайте так провяжем. Давайте так провяжем 4 ряда. Итак, вот так вот я связала. Вот так вот ее нужно наверх. И эту наверх. Теперь давайте скроем все кончики, проклеим и прошьем. Я пришиваю обычной швейной ниточкой беленькой с обычной швейной белой иголочкой. Также я сначала приклеиваю клеем, фиксирую вот эти вот накладочки. Все, просто зафиксировать, приклеить и все. Давайте так сделаем.
Итак, спрятала я все ниточки. Приклеила я сначала вот эти вот бортики, зафиксировала и потом пришила их полностью вот по всей детали. Все. Итак, вот такие получаются у нас кедики. Теперь давайте с вами вышьем, вернее, давайте свяжем с вами шнурочек и эмблемку. Итак, начинаем вязать шнурочек. Шнурочек нам нужно связать, я не знаю сколько петель, но нам нужно связать 60 сантиметров шнурочка должно быть. Поэтому давайте с вами будем вязать цепочку из воздушных петель и просто приблизительно 60 сантиметров отмерим, чтобы не считать петельки. Давайте так провяжем 60 сантиметров. Итак, связала я цепочку. Вот такая цепочка у меня получилась. Я посчитала, сколько петелек. 175 петелек должно быть. Вот такая вот цепочка. Это будет обычный шнурочек. На концах можно сделать либо бусинки, либо вообще ничего не делать, просто узелочки. У меня будут просто узелочки. Можно какие-то деревянные бусины, ну это по желанию. Все, шнурочек мы с вами связали. Теперь давайте с вами свяжем еще одну накладку. Итак, давайте с вами свяжем знак. Так, я набираю в кольцо амигуруми белой ниточкой. Вот я набираю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Набрала я в кольцо амигуруми 8 столбиков без накида. Теперь стягиваю колечко. Вот. И теперь второй ряд я провязываю 8 прибавок. 8 прибавочек, 16 столбиков должно получиться по кругу. Раз прибавка, вторая прибавка, третья прибавка, четвертая, пятая, шестая, седьмая и 8. Шестнадцать столбиков по кругу, третий ряд, столбик прибавка, столбик без накида, следующую прибавка, 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно повторить 8 раз. В конце ряда должно получиться 24 столбика. Итак, столбик прибавка, это уже второе повторение. Столбик и прибавка, это будет третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, все, и 8 повторение. Обрезаю ниточку и делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Все. Вот такой вот круглый знак у нас получается. Теперь я просто с обратной стороны завязываю 2 кончика. На 2 узелочка пусть будет. Вот. Все, я беру ниточку и делаю соединительные столбики только не с лицевой стороны, а с изнаночной стороны. В любую петельку захожу
Вот, вытягиваю. И теперь это в последнюю петельку я. В последнем ряду я буду провязывать соединительные столбики. Вот последний ряд. Вот так вот. И теперь по краю с изнаночной стороны у нас такие вот петельки, а с лицевой стороны, видите, они вот такие вот идут, как будто бы вышиты. И поэтому вот так вот по кругу с вами и провяжем, как мы вязали на кедике, только другой стороной. Все вот так вот по кругу провязываем. Получается 24 соединительных столбика. Смотрим. Вот. Отрезаем. Вытягиваем ниточку. И вот смотрим, с лицевой стороны тоже ниточка. Я ее где-нибудь с другой стороны вытяну. Вот. И вот у нас получился знак. Это лицевая сторона у нас. Видите? Как будто бы вышита. Можно, в принципе, и выше даже. Вот. Я тоже здесь завязываю кончики. Я тоже буду эту деталь сначала приклею, потом пришью, поэтому кончики сильно не обрезаю. Вот так вот. Все, и теперь давайте вышьем с вами значок. Итак, я взяла ниточку, тоже бирюзовую с иголочкой, и теперь будем с вами вышивать знак. Я беру любое, центр у меня будет любой, я буду вышивать между вторым и третьим рядом. Вот, и вставляю в любое место иголочку, оставляю небольшой хвостик, и вот смотрю приблизительно, где у меня будут вот так, чтобы это было приблизительно равномерно. Так, выскочила ниточка. Как мы в детстве рисовали звезду. Так мы ее и вышиваем. Все, вышили с вами звездочку. Я обрезаю и завязываю на узелочки. Тоже не сильно стягиваю. Все, теперь давайте оформим наш кедик и посмотрим, что у нас получилось. Итак, одела я уже шнурочек. Уже шнурочек не показывала как, потому что и так очень длинное видео затянулось. А вот я приклеила эмблемку и знак, и получается пришила его. Вот давайте посмотрим на второй. И вот два ботиночка кедика у нас связаны. Не забудьте, кстати, эмблемку, значок, чтобы на противоположную сторону клеить, потому что я один раз приклеила на одну и ту же, ну и пришлось связать еще один. А вот, поэтому обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.